Всем привет, я Алекс Лампер, и в дополнение к предыдущему видео хочу рассказать еще о паре сочетаний клавиш, которые в полной мере позволят раскрыть потенциал выделения кода с помощью клавиатуры. Инкрементное выделение позволяет выделять участки кода, увеличиваясь вширь. При этом поглощается не конкретно набор выражений или фраз, а весь блок кода целиком, что не всегда так удобно. Например, я хочу выделить два слова в строке. Применив инкрементное выделение дважды на одном из слов, у меня выделится вся строка целиком. Решить данную проблему можно в несколько этапов, которые разберем поочередно. Во-первых, существует сочетание клавиш, которое позволяет перемещаться по словам. Оно достаточно универсальное и работает чуть ли не во всех текстовых редакторах. Для этого необходимо зажать Ctrl и нажать стрелку вправо или влево, чтобы оказаться в конце или в начале слова соответственно. Второй этап заключается в самом выделении. Для этого необходимо добавить к уже известному сочетанию клавишу Shift. Таким образом, зажимаем Ctrl-Shift и жмем на стрелку, в чем направлении нужно выделить код – вправо или влево. Поэтому, чтобы решить изначальную задачу, мне необходимо переместить курсор в начало слова с помощью Ctrl влево, затем с помощью Ctrl-Shift вправо выделить нужные слова. В навигации по строкам нет ничего особо удобного, поэтому тут применяются обычные стрелки вверх и вниз. Но есть еще несколько удобных клавиш – Home, End, Page Up и Page Down. Последние две пригодятся на вертикально длинных участках кода, и они отправляют курсор на высоту видимой области редактора. Например, если в редактор влазит 50 строк кода по вертикали, то при нажатии Page Up курсор поднимется на 50 строк вверх. Соответственно, при нажатии на Page Down курсор опустится на 50 строк вниз. При этом обязательно произойдет скролл к новому положению курсора. Чтобы скролла не происходило, необходимо зажать Ctrl. Тогда курсор прилипнет к верху или низу редактора. Такой способ навигации удобен, чтобы быстро перемотать файл вверх или вниз. Две другие клавиши, Home и End, отправляют курсор в начало или конец строки. Ко всем четырем клавишам можно добавить Shift, и тогда помимо перемещения курсора будет происходить и выделение кода от начальной позиции курсора до конечной. Причем зажатый Shift можно комбинировать со всеми клавишами сразу. Для демонстрации этого давайте выделим две цитаты в моем коде, начиная со строки 8 до строки 13. Мой курсор сейчас находится на строке 10. Чтобы переместиться в начало строки, я жму клавишу Home. Чтобы подняться на строку 8, я жму два раза вверх. Теперь я зажимаю Shift и не буду его отпускать. Жму клавишу End, чтобы оказаться в конце строки. С помощью клавиши вниз я опускаюсь до строки 13 и снова жму клавишу End, чтобы завершить выделение. Только сейчас я отпускаю клавишу Shift. Бывает так, что в ходе активной навигации по коду можно потерять свой курсор. Для решения этой проблемы есть сочетание клавиш Ctrl-M, которое центрирует фокус на курсоре. Честно говоря, я им никогда не пользовался и за годы практики выработал свой вариант. Потеряв курсор, я просто нажимаю любую букву на клавиатуре, а затем стираю ее клавишей Backspace. При этом редактор автоматически подскролливается к позиции курсора. У меня на этом все. Используйте свое время с умом и до новых встреч!